Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 5 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать, так завещали наши предки. Друзья, далее более подробно все в этом видео. Итак, 5 мая отмечается народно-христианский праздник День Луки. Еще одно его название – Лука. Вы знаете, он был апостолом и учеником святого Павла и прославился как автор одного из 4 Евангелий. Имя святого получило отражение в земледелии, и с этого дня можно было высаживать лук-севок. По народной примете 5 мая девушки водили хоровод и старались отвлечь себя самыми разными играми. Если хозяйка замечала, что корова с этого дня не доится, либо очень сложно было взбивать масло, то на такие случаи на помощь звали знахарей, чтобы выяснить, что же произошло. И существовала такая теория, что это все могут быть происки ведьмы. С этого дня обычно у клена, шиповника и яблони раскрываются почки. Погодные условия могли бы о многом рассказать в этот день, поэтому обратить внимание стоит, а лучше и отметить себе, как то это. По народной примете лучше всего сеять ранний лук-севок, если ночью луна всходит на небе рано. Также могут быть сегодня и ранние морозы. Еще считалось, что если сегодня садить лук, то уйдут все тяжелые болезни. С посевами лучше подождать и не спешить, если сейчас наблюдается убывающая луна. Но мы с вами помним, что сейчас у нас наоборот растущая луна. А значит, мы можем приниматься за работу. В этот день нечистая сила водит хороводы в лесу и может с собой увести, поэтому лучше не идти в лес одному сегодня. Погода в ближайшие дни будет хорошей, если кукушка в этот день кукует громко и долго. Урожай будет богатым, если наблюдается гроза в этот день. Можно было начинать проводить посевные работы, если утром образовалась ясная погода. Еще 40 утренних морозов повредят поля, если наблюдаются заморозки сегодня. Хорошему клеву сегодня будут хрущи летать. Утром дождя не будет, если вечером небо в западной части безоблачное. Несколько дней будет тепло и солнечно, если кукушка продолжительно и звонко кукует. А еще достаньте сегодня кошелек и потрусите им для того, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. Еще существовало поверье о том, то сколько сегодня звезд на небе вы увидите, столько будет и хороших новостей за день. Хозяйка в этот день нежелательно приготавливать блины, потому что это может привлечь злых духов, а с ними придут в дом и ссоры, и разлад. Лучше всего сегодня приготовить другое блюдо, наполнить дом теплотой и уютом, собраться всей семьей за ужином. Актуальным будет обговорить все вопросы, которые на этот период были отложены по каким-то причинам. Также стоит постараться разобраться в вопросах, ведь перекладывать их далее не будет смысла. Женщинам, которые в дальнейшем хотели зачать ребенка, сегодня стоило бы отказаться от долгих прогулок улицей. Лучше всего день провести дома, а вот уже завтра, 6 мая, продолжайте прогулки, тем более еще и в приятной компании. Сегодня хорошо будет провести уборку в доме, собрать разбросанные вещи и затеять стирку. Любое дело потребует сегодня особенного внимания и осторожности. Также сегодня благоприятный день для решения домашних дел и бытовых проблем, которые вы могли откладывать до последнего. Во второй половине дня вам необходимо ограничить общение с окружающими людьми. Ваш эмоциональный фон сейчас нестабильный, а приступы раздражительности могут привести к конфликтам. Этот день хорошо подходит для деловых поездок, они складываются удачно, не отнимают у вас много времени и позволяют завязать полезные знакомства. Сегодня можно добиться отличных результатов, обратившись за помощью и поддержкой к проверенным союзникам. Сегодня вечером у вас будет возможность хорошо отдохнуть и познакомиться с интересными людьми.
Постарайтесь расслабиться и забыть о проблемах производственных, посвятите время отдыху. Радуют сейчас встречи с друзьями и романтические свидания. Также это подходящий день для того, чтобы вспомнить о каком-то старом хобби или встретиться с друзьями, готовыми поддержать ваши идеи. Будет, наконец, и возможность положить конец каким-то давним разногласиям, которые омрачили отношения с самыми близкими вам людьми. Вероятно, сегодня и очень хорошие новости, которые будут касаться старых знакомых и членов семьи. Стоит этими новостями поделиться с близкими, так вы сможете уберечь их от ошибок. Сегодня легко вы сможете решить бытовые вопросы в семье. Многие смогут купить себе какие-то полезные вещи для дома, которые вам давно нравились. Такие приобретения не только порадуют вас, но и ваших близких. В этот день вам может пойти на пользу забота об улучшении своего кровообращения. Причем вам вовсе не обязательно принимать какие-то специальные лекарства. Достаточно просто вести чуть более активный, нежели обычный образ жизни. Постарайтесь действовать так, чтобы прислушиваться и к своему разуму, и к своим эмоциям. Постарайтесь больше сегодня и отдыхать, если вы, например, страдаете бессонницей. Возьмите себе за правило гулять по вечерам. Если вы не занимались спортом, пересмотрите свои привычки. Начните делать утреннюю гимнастику или запишитесь в бассейн, если вы занимаетесь спортом. Пересмотрите свои привычки, может стоит изменить или увеличить маршрут пробежек или добавить новые упражнения в свою утреннюю гимнастику. Вы можете записаться и в плавательный бассейн сегодня. Если вы давно мечтали похудеть, то самое время начать диету. Лишний вес уйдет очень быстро, если вы ограничите количество калорий. Проведите сегодня больше времени с родными детьми, племянниками и внуками. Поговорите с ними и поинтересуйтесь их успехом. Узнайте про их увлечения. Возможно, вы увидите своего ребенка совсем с другой стороны. А может и удивитесь, как же он так быстро успел подрасти. Общение с детьми всегда радует и приносит массу приятных эмоций. Вероятность травм сегодня несколько выше обычной, так что старайтесь быть особенно осторожными. Работая с электроприборами или острыми предметами, не забывайте сегодня и о технике безопасности. А вот именинники 5 мая: Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука и Федор. Обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя ходить в лес, посещать дикие безлюдные места из-за нечисти. Особенно это касается девушек, женщин, которые мечтают забеременеть. По поверьям, нечистая сила может подкинуть ей своего ребенка. Также в этот день запрещено печь блины, и на запах этого блюда может слететься нечисть, и между домочадцами начнутся ссоры и скандалы. Также не допускайте сегодня, чтобы в доме был беспорядок. Это иначе к проблемам в семейной жизни. Также целый день не рекомендуется находиться и в одиночестве. Если в семье есть младенец, в этот день нельзя ничего выносить из дома. Также в день Луки нужно съесть хотя бы немного лука, чем можно укрепить свое здоровье. А чтобы защитить дом и домочадцев от нечисти, нужно развесить или разложить луковицы. Нечисть просто не переносит лук. Когда наш народ выращивал лук, то необходимо было читать специальные слова, и люди верили, что благодаря таким словам получится собрать хороший урожай. Поэтому перед тем, как отправиться на огород, если вы планируете 5 мая высаживать лук, то, отправляясь на огород, правой ногой необходимо наступать на левую ногу и говорить следующие слова: «Я земле дам, а она мне отдаст, и никто в этом мне не помешает. Аминь». Стоит также отметить тот факт, что в этот день наши предки отправлялись в церковь для того, чтобы отдать день уважения преподобному Луке. В этот день люди отправляются к его иконе и просят о помощи. Как мы уже говорили, Лука является покровителем огородов. Соответственно, люди просят его о том, чтобы был урожай и не было никаких проблем с питанием и с огородом.
И вы знаете, говорят, что наши предки в этот день пытались заговаривать луковый отвар, который способен был вылечить любые болезни. Благодаря такому отвару наши предки лечили даже самые запущенные болезни. В таком случае даже не приходилось обращаться к лекарю. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 5 мая. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидают 5 и 6 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Рак. Обращаем внимание, что сегодня достаточно активный день. Один из судьбоносных дней этого месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов, в том случае, если вы решительно настроены на успех. Этот день подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Новое хорошо в том случае, если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердо уверены в том, что именно они и принесут вам благополучие. Вы знаете, это гармоничный день во всех смыслах этого слова, который примиряет разум и тело, когда духовное развитие активно поддерживается физическим. Так что в этот день можно достигнуть хороших показателей, занимаясь своим телесным и духовным здоровьем. Также обращаем внимание, что в этот день достаточно сильно обостряется чувствительность, когда интуиция может подсказать правильное решение. Особенно, если это касается выбора вашего окружения или продуктов для постоянного меню. Прислушивайтесь в этот день к своему внутреннему «я», чтобы избежать досадных ошибок. В споре с доводами разума в этот день обязательно побеждает интуиция. Обращаем внимание, что этот день хорош для дороги, но не совершайте недобрых поступков. Даже если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность. Со временем вы увидите, что все, что не случилось, все было к лучшему. Также можете провести этот день на природе. Также сегодня хорошо и мечтать. А лучше время соединить приятное с полезным, провести день на природе и в мечтаниях и раздумьях. В любом случае проведите день в спокойной и доброжелательной атмосфере. Постарайтесь сегодня создать подходящую атмосферу сами. Что же касательно стрижки, то стрижка наградит сегодня вас творческой энергией и настроит на лучшее. Этот день считается днем преображения и очищения. И мы сегодня рекомендуем уделить внимание своей внешности. Если вы еще не записались к своему парикмахеру, сделайте тогда это прямо сейчас. Стрижка, сделанная сегодня, окажется именно той, которую вы давно хотели, и будет идеально гармонировать с вашей фигурой и стилем одежды. Положительные изменения вашей внешности теперь чаще будут отмечаться коллегами и членами семьи. Освободившиеся от всего лишнего волосы получат больше питания и начнут выглядеть более живыми. Подравнивание кончиков волос поможет вам избавиться от секущихся кончиков раз и навсегда. Помните, что подстригая волосы, вы избавляетесь от всего лишнего, что способствует поступлению новой энергии в вашу жизнь. У вас появится уверенность в себе, в лучшую сторону изменится и материальное положение. Не забудьте и об оздоровительных процедурах. Сегодня это может быть особенно полезно. Окраска натуральными красителями поможет вам в развитии деловых связей. Волосы лучше всего сегодня взбить в высокую пышную прическу. Это привлечет к вам природную энергию. Также сегодняшний день может оказаться роковым для преступников. Поэтому любая задумываемая преступная акция будет раскрыта и повлечет за собой соответствующее наказание. Друзья, вот такой у нас с вами день на 5 мая 2022 года. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, будет в описании к этому видео. Также обязательно ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.